Давайте представим на минутку, что в результате войн или каких-то катаклизмов наша планета была уничтожена. От нее остались жалкие пустынные руины и ни следа живых существ. И вот какие-нибудь инопланетяне из соседней галактики, долгое время наблюдавшие издалека за нашей Солнечной системой, задались бы вопросом: «Эй, а что случилось с Homo sapiens?» Давайте пофантазируем, каким бы выводом они пришли, исследуя наши беды со стороны. Основная проблема человечества не в какой-то конкретной катастрофе, конфликте или разрушениях, которые из года в год уничтожают нас. Проблемы начинаются с такого потрясающего творения, как человеческий мозг. Да, наша голова дана не только для того, чтобы в нее есть. Она содержит уникальный инструмент со 100 миллиардами нейронов, способными выполнять различные вычисления и комбинации. А наши самые блестящие мысли рождаются в той ее части, которая известна как неокортекс. У людей, кстати, неокортекс во много раз больше, чем у всех других видов. Именно благодаря неокортексу были созданы симфонии Бетховена, «Война и мир» Толстого, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Да и вообще, благодаря ему произошло развитие цивилизаций. Тем не менее, наши инопланетные друзья, исследуя человеческий разум, заметят, что он содержал в себе еще один компонент – так называемый рептильный мозг. Это самая агрессивная, похотливая и импульсивная часть человека, которая делает его гораздо ближе к гиене или к маленьким грызунам. И вот из-за этого рептилийного мозга Homo sapiens и столкнулись со своими самыми серьезными проблемами. Во-первых, это трайбализм, от латинского tribus – племя. Другими словами, этнический сепаратизм. Люди всегда были на грани разжигания яростной ненависти к иностранцам и проявляли постоянное желание убивать всех, кто от них отличался, причем в огромных количествах. Им было проще уничтожить тех, кто был не похож на них, чем пытаться их понять и осознать, что перед тобой такое же живое существо, как и ты сам. Во-вторых, Homo sapiens склонны только к краткосрочным размышлениям. Они способны строить планы лишь на ближайшее будущее, в лучшем случае на несколько лет. А все остальное время для них просто как что-то далекое и эфемерное, которое их совершенно не касается. Потому все импульсы человека направлены только на него самого. Наконец, Homo sapiens особенно склонны принимать желаемое за действительное. Имея огромные интеллектуальные достижения, человек в то же время ненавидит размышления о себе самом. Он не подвергает свою жизнь рациональному осмыслению, а потому предпочитает вспоминать прошлое или мечтать, вместо того, чтобы планировать и действовать. У него в запасе столько разнообразных методов, но что он делает? Просто ими не пользуется, потому что лень, слишком долго, слишком сложно. Он не хочет познавать себя или разбираться в себе, но зато идет на поводу у прямо-таки наркотического желания отвлечься от всего происходящего или погрузиться в собственные фантазии. На протяжении многих поколений человечество более-менее справлялось с этими пороками. Чтобы их ослабить, люди даже изобрели определенные институты – законы, медицину, правительство, образование, философию, науку. И это вроде бы работало. Но они продолжали уничтожать как своих собратьев, так и вообще все живое, что есть вокруг них. Причиной окончательного разрушения стала растущая и неограниченная сила неокортекса. Этот могучий инструмент в конечном итоге сумел приручить огонь, повелевать различными элементами и наделил Homo sapiens божественной властью над планетой.
в то время как другие животные продолжали мирно пощипывать травку со своими прежними повадками. А что же человек? Его сила росла все больше и становилась все более необузданной, а его мудрость оставалась непостоянной и хрупкой. И в конце концов, его мощь превзошла его способности к самоконтролю. Он стал грызуном с ядерным оружием. Единственное, что могло спасти человечество, это любовь. В частности, 3 разновидности любви. Во-первых, любовь к ближнему. Способность видеть в другом похожего на себя и достойного такого же милосердия. Во-вторых, любовь к нерожденному. Забота о тех, кто еще не появился на свет, но условия для их появления формируются уже сейчас, в эгоистичном настоящем. И в-третьих, любовь к истине. Сила противостоять иллюзиям, лжи и неприятным факторам любого рода. Чтобы понять все это, нам не нужно быть пришельцами из будущего, копающимися в прошлом Homo sapiens. Мы уже сейчас слишком хорошо видим сценарии бедствий, которые могут с нами произойти. Ведь в конце концов, судьба цивилизации не в судах, не в урнах для голосования и не в правительственных коридорах. Она заключается в нашей способности справляться с самыми кратковременными, эгоистичными и жестокими из наших импульсов, действующими в плотных складках органической материи между нашими ушами. Она заключается в том, чтобы научиться компенсировать несовершенство человеческого разума.